Здравствуйте, друзья! И вы снова на канале Пластмассовый енот. И сегодня мы по-прежнему в гостях на производстве компании Берг-Молд в Сергиев Посаде. И в этом видео мы поговорим о контрактном литье. Что это? Боль, проблемы или все-таки это прекрасная возможность для каждого производства? Давайте узнаем, но перед этим обязательно по традиции поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал на YouTube и на любых других площадках. Мы тоже есть. И, конечно же, обязательно вступайте в наш чат в Телеграме Литье ДТП. Поехали! Денис, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Мы снова здесь, на вашем производстве. Опять мы здесь? Да. Нас окружают прекрасные термопласт-автоматы, 19 штук. Давайте узнаем про контрактное литье. Все-таки это основная ваша деятельность. И есть очень много нюансов. Я думаю, что этот ролик будет полезен тем, кто только планирует заняться контрактным литьем, как со стороны производства, так и со стороны заказчика. Самый, наверное, начальный вопрос – это с чего вы начинаете работу с заказчиком. То есть к вам приходит новый потенциальный клиент, и какие входные данные вы с него должны получить, чтобы рассчитать стоимость, сроки, или вообще понять, возьметесь вы за этот заказ или не возьметесь. Елена, вопрос настолько обширный, что его сразу и не обсудить. Давайте разобьем на две части, Давайте. А вы скажете, какую часть мы рассмотрим. Давайте. Пришел заказчик, пришел с пластмасской. Хочу. Дальше делится. Формы есть, Формы нет. формы нет. Давайте мы представим, что у него есть форма, что он уже ее заказал и приходит с формой. Тогда рассматриваем вопрос, форм есть. Уже проще. Так. Формы есть, изделие понятное. Хочу. Посчитайте цену, сколько это будет стоить. Сразу скажу, на этом этапе у нас очень много затыков происходит. У нас же, грубо говоря, если взять в целом, что такое контрактное литье? Вы сдаете в аренду свои станки, свои знания. Все. У нас любая аренда платится как по времени. Основной вопрос, какое у вас время цикла на каждой вашей форме. Но давайте возьмем вариант проще, форма одна. Да? Какое у вас время Всего цикла? одно изделие. Да, одно изделие, одна форма. Ну пусть будет 35 секунд. Это вы знаете. А многие же люди говорят, еще. а я не знаю. И вот тут-то самый затык и происходит. И тут уже начинается работа с заказчиком. Вы где-то лили до этого. Представим, что нет, тоже вот Вообще, с нуля. я привез форму из Китая. Мне сделали, я я ее хочу сам сделал. Хочу лить и лить. продавать. Цикл не знаю. Отлично. Вот тут единственный вопрос, чтобы дать цену и понять вообще, что получится, мы говорим так. Привозите пресс-форму, мы ее запустим у нас на предприятии, отработаем цикл, вам покажем все данные, и от этого будет уже понятна стоимость изделия. Хорошо, я спрашиваю, за чей счет вы будете отрабатывать цикл, чтобы определить? Если я вас рассматриваю как заказчика, то за вас, за ваш счет, только за ваш счет. А если не рассмотреть, то за ваш? То за счет заказчика. Так все равно получается. Конечно. Не, ну, вы же не можете сказать, давайте так вот, бизнес есть бизнес, ничего личного. Мгм. Да? Если вы пришли с одной формой, с одним изделием, и говорите, а я хочу, чтобы вы мне все сделали, и я подумаю, отлично. Вы же не можете прийти в съемную квартиру, сказать, дайте я поживу недельку, подумаю, да, ок, не ок, если ок, то мы договорились. Нет. Люди будут работать, люди будут делать свое дело. Это любая работа должна быть оплачена, и мы должны, как бы в России уже к этому прийти, что вы рвачи. Мы не рвачи, это мы работаем. Это адекватно, что да, каждый Да, это труд должен адекватный, быть нормальный оплачен. подход. Плюс амортизация, опять же, вы используете свои мощности, свет, Конечно. станки рабочие. Давайте все-таки мы рассмотрим вариант, когда человек
Он знает, какой у него цикл, Мгм. он знает, что он хочет, и уйдем от тех вопросов, когда вот что-то в прострации. Все, мы посчитали, исходя из времени цикла, стоимость машинного времени. Вопрос номер 2. Какой тираж? Кто дает сырье? Это второй все-таки будет вопрос. Мы к нему еще не дошли просто. Да. Кто дает сырье? Потому что нам удобнее, чтобы сырье было наше. Потому что вы его знаете. Мы его знаем, как привезти, мы знаем, где купить. Но с другой стороны, мы можем взять и сырье заказчика. А кто Ну, тогда нам- производит входной контроль сырья? Вы? Вы знаете, входной контроль сырья, особенно если это сырье серийное и в заводской упаковке, какой вы входной контроль сырья хотите сделать? У вас на эту партию есть паспорт. Но не бывало никогда случая, что в партии был брак. Ну, бывают какие-то дефекты в партии, но это настолько редко. Поэтому, ну, тут надо еще смотреть от изделия. Насколько сильны требования к изделию в техническом плане, к физмеху, ко всему. Но у нас, и я скрывать не буду, то есть входной контроль сырья у нас его проводить негде. В лаборатории нет. Проверять ПТР сырья, показатель текучести расплава, но это тоже такая вся история, это в литье сразу видно будет. У нас его есть где проверить. Ну, просто на станке это же будет дороже наладить потом, если вы будете процессами настроек регулировать. Нет? Не та разница, чтобы что-то там вот сильно заморачиваться. Ну, по крайней мере, это в рамках нашего бизнеса. Хорошо. Вот, то есть вы решили, допустим, что сырье ваше. Мы можем его у вас купить, если вы хотите его нам привезти. Если мы понимаем норму расхода, и мы с ней оба согласны, мне у вас проще купить по 1000 изделий, если оно весит килограмм, вместе с техотходом и всеми нормами, купить у вас тонну и спокойно работать. А какой тираж минимальный? Вот, допустим, вы рассказывали, да, один случай, когда изделие большое, но в единичном количестве его нет смысла, собственно, отливать. Какой, допустим, минимальный тираж должен быть для заказчика, ну, как вам кажется? Или это все каждый считается индивидуально по Каждый изделию? считается индивидуально, но мы заказы меньше, чем на сутки не берем. То есть там независимо от того, какая партия? Вообще независимо. Вот абсолютно независимо, потому что особенно если это крупная форма, мы пока форму навесили, отработали режим, начали выпуск изделий. Если вы скажете, что нам делать одно изделие, ну хорошо, мы одно сделали, форму надо дальше снять, а уже будет Согнать материал, скорее согнать всего. если материал, это еще а с уже будет красителем. вечер, все. В ночь никто ничего запускать уже не будет. И по сути вы нам оплатите сутки работы станка. Ну, для примера, там, давайте так вот, гипотетически, да, если изделие надо сделать одно, а станок этот на сутки стоит 20 000 рублей, то вы за одно изделие заплатите 20 000 рублей. А за 2 по 20? 10. А за 4 по 5. Все равно будет 20 000. И даже за 10 по 2. Да, а если мы начнем уже считать партию 10 000 штук, вот тут уже все начнут считать. Вот, а как вы ее тогда будете рассчитывать? Тоже по суткам? То есть вы будете понимать, какой цикл? Мы уже Независимо- будем понимать, какой цикл, но там все равно у нас уже есть оптимальная стоимость минуты литья, это величина расчетная. Мгм. И мы уже вам, соответственно, если партия большая, сделаем по оптимальной стоимости, потому что нам это выгодно. Хорошо. А если вот представим тоже ситуацию, то есть я прихожу, у меня своя пресс-форма. Как вы осматриваете пресс-форму? Вы же берете ее, прежде чем повесить на станок, есть тоже какой-то входной контроль? Это пресс-формы? боль, да. Вот, я Это думаю, боль. что, потому что если в случае потом брака из-за плохого состояния пресс-формы, допустим, заказчик приходит и говорит, это вы плохо льете, а вы ему говорите, это у вас пресс-форма такая. Минимальная проверка какая? Если пресс-форма, вот мы считаем БУ, обязательно, очень просим всегда, чтобы на пресс-форме лежал последний образец. Отлитый. Обязательно. Открыли форму, смотрим. Если видим, что где-то облой уже резали, а это на изделии видно, соответственно, все это с заказчиком мы сразу обсуждаем. Что вот будут дефекты, вы это понимаете. Судьбой так сложилось, что у нас 99% людей адекватных Понимают. заказчиков, да, все понимают. Самая боль начинается, когда форма приходит новая с Китая. И вот тут настройки. Мы открываем форму. Мы очень просим заказчика всегда нам дать хотя бы входные характеристики,
что он заказывал в Китае. А он оттуда эталонный образец или не привозит? Обычно вообще никто ничего не везет, я вам больше скажу, никто в Китай даже не ездит. А как они принимают Ну, формы? нам образцы дали, вот хорошие. Нате, делайте. То есть человек, заказывая пресс-форму в Китай как самостоятельно, если без вашей Да. помощи, он просто ему присылают, говорят, вот образцы эталонные, он не видел, никто ее не принимал. Ну, видео какое-то Ага. покажут. Нам частенько бывает так, что приходит видео, вот там Там вот, все работает. да, вот На изделие, китайском сырье, да? на китайском сырье, да, вот изделие. А где изделие? Ну, вот у меня тут, вот оно уже потертое, вот оно. Это боль, да. У нас несколько раз были случаи, когда мы форму просто разворачивали. Мы не брали ее в работу. Потому что она по заказу, у него должна была, допустим, была быть твердость, ну, 40-42 HRC. Мы ее проверяем, там двадцатки нет. Ну, куда ее брать? Это пластилин. А гарантию они какую-то, естественно, давали на нее. Ну, что-то они с китайцами договаривались. Нам как-то, ну, А с того момента, хорошо, если вы берете форму в работу, вы какой-то первый эталонный образец сами получаете для заказчика? конечно, мы получаем эталонный образец, мы утверждаем его с заказчиком, это обязательно. Эталонный образец мы прячем в специальную комнату. По эталонному образцу делается рабочий образец, который у нас уже лежит служба контроля качества. С ним все работают. Эталонный спрятан. Все, и мы по этому образцу работаем. Естественно, да, это пластик. Бывают проблемы, бывают отклонения. Можем показать, вот так дойти. Есть образцы с отклонениями. Окей, не окей, вот допуски, не допуски. Это обязательно есть. Особенно если партия большая и выпуск идет круглосуточно, мы обязательно это видеть должны. И служба контроля качества это должна по ним работать. Какую выборку делает служба контроля качества? У примерно? нас стандартная выборка по нашему ISO 9001. Он у нас есть. Каждые 2 часа мы делаем выборку. Это стандарт. Если есть специальные требования, можем довести до 100% контроля. Но это, соответственно, уже другая работа, другая оплата, другие расходы. Хорошо. И если, вот, допустим, я хочу у вас оставить форму на хранение, есть такой вариант? Ради бога. Нам только лучше. А вы ее можете оставить, например, на долгосрочное хранение. Вот, к примеру, какую-то партию изготовили, я понимаю, что это изделие в ближайшие там годы полтора мне не понадобится. Я могу оставить у вас Да. форму? Да, Как вы- мы договоримся с вами об оплате за хранение, она будет здесь лежать. А еще такой вариант, если я, допустим, прихожу и говорю, Денис, мне нужно было партию позавчера, а у вас вот все расписано. Я посочувствую вам. Не возьмете? Будем обсуждать, будем смотреть. Если свободные мощности есть, у нас план построен следующим образом. До 25 числа текущего месяца мы получаем заказы от всех наших партнеров. И распределяете. На следующий месяц мы уже говорим всем, в какие даты, что они, какой продукт получат. И следуем этому плану. И если вы пришли, мне надо вчера, и у нас окон нет, и вы какой-то новый заказчик, мы скажем, мы посочувствуем вам и отправим вас искать дальше. А если постоянный? Будем договариваться. Значит, какое-то из ваших изделий подвинем. В следующий раз, да? Ну, может быть, и в этот раз. Это же вопрос обсуждения уже идет. Но я скажу честно, у нас были случаи, когда заказчикам мы действительно давали отбой новому. Он кричал, что у меня такой заказ, почему так? Ну, а потому. У нас сейчас мест нет. А подводить своих Постоянных давних клиентов, партнеров, да, мы не будем. Ни при каких условиях. А самые вот такие прям больные камни преткновения, да, в договоре. Вот прежде чем, представим опять же, что я новый заказчик, не постоянный. Вот вам нужно в договоре прописать какие-то пункты. Те же форс-мажоры, сырье подорожало, Хорошо. свет отключили. Рассказывай. Давайте. Мы давно уже все в бизнесе, да, и давайте так. Если заказчик крупный, у него договор будет свой, и вы ничего с ним не сделаете. Мы либо как литейщики должны это принять, И протокол разногласий тоже нет? вот настолько это редкость, что это можно считать как вот какую-то там погрешность. Если вы заказчик не крупный, то у нас форма своя, и вы ее либо принимаете, либо мы с вами не сработаемся. А, форма договора вы имеете в виду? Ну,
Хорошо. И это решает многие проблемы, и это не дает, пусть лишает какой-то там рубля юристам, да? Но юрист с юристом, он договор не подпишет никогда. А если, ну, действительно же случаются форс-мажоры, никто от них не застрахован, я не знаю, тот же самый там свет отключили. Бобры перегрызли кабель, бывает. Обгрызли кабель, да, тоже. Ну вот сроки срываются. Что, был такой когда-то? Конечно, было. Что делали? Договаривались? Ну а как, что, Или да. только рублем? Было ли такое? Мы всегда говорим честно, что у нас случился форс-мажор. Вот такой. Какие есть варианты? Давайте смотреть. Все. Это только так. Нет смысла прятать, скрываться, не брать трубку. А я уехал, позвоню попозже, но это бред. Ну, просто да, что бывает. Проблема, она никуда не уйдет, тем более, если вы знаете, у нас вот было, не знаю, пару лет назад, тройку, ледяной дождь был, деревья попадали. Ну, оборвало кабель. Тут полгорода без света было. Нам четко сказали, что вас включим через 3 дня. Мы всем позвонили, сказали, у нас на 3 дня. Ну, все. Ну, и все адекватно отреагировали. Просто вдруг у кого-то там, да и мы вас засудим, да мы вас... Да ради бога. Суд, это на полгода минимум. Давайте пытаться пробовать. А никому это не нужно. Адекватным людям это не нужно. Денис, давайте поговорим о спорных моментах. Такая достаточно Хороший вопрос. сложная тема, да. Я смотрю, вы так Отлично. начали вспоминать все эти какие-то неприятные истории, если были такие. Вот представим, что идет брак, да, и вы понимаете, что он не по вине вашей, да, не из-за настроек ТПА, может быть, что-то с формой случилось. То есть как вы тогда ее снимаете, предоставляете заказчику, экспертизу проводите? То есть как вообще это происходит? Знаете, 2 момента бывает, да? То есть у нас дефекты могут идти по каким причинам, такие, скажем, основные. Проблемы сырья, проблемы наладки, проблемы пресс-формы. Но больше такого что-то вспомнить особо не получается. Да? Если проблемы наладки, с формой все окей, все отлично, но это наша проблема. Да? Ну тогда понятно, что вы ее решаете. Но мы ее решаем, и даже заказчику ничего говорить не будем. Если проблема формы, соответственно, тут тоже 2 варианта. Либо мы знаем, что с ней делать, либо мы не знаем, что с ней делать. Если мы знаем, что с ней делать, и мы можем решить это в рамках себя, и, допустим, никаких затрат это особых не несет, мы сделаем сами и продолжим работать. Если нужны же какие-то инвестиции в форму, соответственно, мы все остановим, сделаем отчет, у нас есть отчет, предоставим заказчику, чтобы это было наглядно. Вот мы считаем, что проблемы в этом, решить можем путь такой-то, стоить будет столько-то. А если он говорит, что нет, это вы сломали? В смысле мы сломали? Ну вот я приносил форму, когда мама давал, привозил, она была хорошая, да, а вы сломали. Это из-за нашей вины, да? Ну, может, он скажет, Ну, вы плохо бодаться настроили будем. там. Приезжайте сюда, будем решать. А там уже по ситуации будем смотреть. Были такие случаи или не было? Да. У нас даже приезжали собственники компании на разборку. Как вы решали в таком случае? Ну, нормально, все сели, обсудили, все технически подкованные. Ага, все, я понял, косяк мой. Ехал вас ругать сильно, ну так мягко скажем. Оказалось, да. что нет. За Оказалось, что сам дурак, да, извините, пожалуйста, все. Поработаем дальше. А еще такой момент, вот, допустим, вы покупаете даже сырье, если у заказчика. Вы потом как-то обосновываете расход сырья? То есть вы ему доказываете, что все сырье ушло только на его изделие, а там не в другую смену, например? Хороший вопрос. Мы согласовываем норму расхода, стараемся сразу после первой опытной партии. Опытная партия прошла, мы согласовали, ну мы уже знаем, какой расход, мы его согласовали с заказчиком, и дальше в этих пределах работаем. Все. А если, ну, не если остаются ледники, да, например, или брак, вы их отдаете заказчику или вы сами как-то Если мы покупаем у него сырье, его норму расходов устраивают, то все эти ледники, их же не все можно переработать. С какими-то еще надо, извините, думать, а что с ними делать, а что-то даже утилизировать нужно. Если заказчику норму расходов устраивают, цены конечного изделия устраивают, то мы сами уже решаем, что с этими ледниками делать. Ну, то есть нет такого, что, например, прям принципиальной позиции, может быть, заказчик скажет, мне нужны ледники. Или бывали такие тоже случаи? У нас различные случаи бывают. Я вам скажу, у нас есть один заказчик, очень молодец,
уперлись они что-то в учет. Мы считали стоимость, ну не стоимость, а норму расхода до 10 тысячных килограммов, да. Встреча до 10 тысячных метра. Когда они сказали, давайте еще подточнее, мы сказали, нет, спасибо. Ну, потому что у нас уже человек сидит, он занимается только тем, что вот эти цифры рассчитывает. Там выхлопа такого нет, что вот это рассчитывать. Ну, то есть, в общем, не надо заморачиваться с лепниками, Нет, пожалуйста. если, ну, как бы быть немножечко проще в этом плане надо. Если вы начнете прям углубляться вот в эти мелочи, вы упустите что-то такое крупное, что потом мелочи уже вас не спасут. Давайте еще одна больная тема – упаковка. Да, говорят, что упаковка может съедать до 50% стоимости изделия, как вы рассказывали тоже. Да, да. Если мы говорим о наших изделиях, это одно, но о наших изделиях мы сейчас не говорим. Да? Изделия давальческие, подход очень простой, элементарный. Требования к упаковке какие? Там, хочу вот так, вот так. Мы предлагаем, если нет своего варианта у заказчика, мы предлагаем свой, считаем стоимость этой упаковки и говорим, каждое изделие будет дороже на вот столько за счет упаковки. А дальше да, нет. Потому что у нас были случаи, да, был заказчик, вначале сыпли мне просто в пакет, потом просто пакет мне не нужен, давайте коробку, коробка не нужна, давайте пакет в коробку, и потом еще. Но мы уже тормознулись на коробке. Мы сказали, стоп, коробка стоит денег. Денег, да. Мы повышение цены принимаем? Нет. Пакет. Ну, пакет или мешок, как? Или Ну, мешок разница? из-под сырья. А, ну, оставшиеся. Потому что упаковка это настолько тонкий момент, настолько важный. У нас с этим даже проблемы бывали. Почему? Жаловались на качество упаковки? Заказчик дает свою упаковку. Ну, он говорит, что вот я хочу вот так. Мы ему сделали, согласовали тип упаковки. Но у него пока все доехало, все рассыпалось. Он приезжает, говорит, а паковать надо было вот так, и показывает нам вообще другое. Мы говорим, подождите, вот прописана упаковка. Акт приема есть. Вот у нас ваша подпись. Уголки есть? Есть. Поддон есть? Есть. Встреча 3 слоя. 3 слоя. Нам вопрос какой? Самое ржачное, знаете что? Что это было? Что это было? Это были крышки, как оказалось, для майонезных банок. Маленьких банок или ведер? Маленькие, ну А, ведрышки. Ага. А я же знаю это изделие для чего, но я делал такие банки. Я говорю, это куда пойдет? А какая вам разница? Я голос говорю, потому что он армянин. Нам разницы нет, думаю, ладно. Краситель какой? И она так это. Подвожу. Красный. Я говорю, обычный? Требований нет никаких? Нет. А это же пищевка получается. Конечно. Но я же не знаю, может он гвозди складывать туда будет. Они уже разные, эти банки используются для разных нужд. Ну да, строительных. Может, для краски. не Ну, знаю, я как. потом поехал на майонезный завод вместе с ним. Приезжаем, майонезный завод известный. Они нас в зону контроля качества. Говорят, вот, пожалуйста, изолятор брака, вот ваша продукция. Открываем банку, майонез красный поверх. Он же тоже хотел это на меня повесить. Говорю, вы как-то вот подождите, все ходы записаны. Чем больше вы согласуете с заказчиком и желательно под запись. У нас есть техкарта, у нас есть лист запуска. И там стоит подпись заказчика. Максимальная информация туда включаем. Мы ей максимально обязаны следовать. 100% мы ей обязаны следовать. Мы не можем в сторону уйти. Но если там какая-то ошибка, это вина уже заказчика. Это его вопрос. Мы не отвечаем за использование этого изделия. Мы отвечаем только за изготовление согласно требованиям. Все. То есть, соответственно, как вы требования свои распишете, чем подробнее и правильнее, тем максимально Но тут правильнее вопрос, вы получите если вы изделие. ничего не расписали с заказчиком, то и то вы предъявить потом претензии будете- вы не можете. да, и потом будете с ним бодаться. Чем больше вы обсудили под подпись до старта проекта, тем всем будет потом проще. Но мы же опять вот тогда возвращаемся к договору. Или в договоре это не прописывается, И это это в отдельное договоре приложение. идет отдельной строчкой, согласно там техкарты, согласно того-то документы делается, а документ подписывается уже на производстве.
То есть техкарта, Вы она когда в отдельно. суд потом придете, Я не ваш пойду. юрист придет в суд, или вы вместе с ним, вы скажете, и судья скажет, он же не будет разбираться в этом вопросе. И вы скажете, у меня согласно пункту 5.2, согласно тех регламентам, мы подписали техкарту. Судья, хорошо, где техкарта? Вот техкарта. Вот подпись заказчика. Вот должен быть краситель зеленый. А он будет кричать, я должен быть серый. Суд что скажет? Подождите, вот написано зеленый. Зеленый. Все, отказать. Опять же, может быть, заказчик не все знает. Ну, опять же, вот есть вопрос осведомленности. Но мы максимально пытаемся свои знания передать, спросить максимальное количество вопросов. То есть здесь все-таки еще и ваш опыт играет роль. Ну, а как еще? Мы же не можем сказать, если я вижу, что это изделие погнется при упаковке такой, я ему скажу, оно погнется, так нельзя делать. Мы не рекомендуем. Он скажет, нет, я хочу. Ну, хочешь, ладно, вот подписали, поехали. Ну, то есть здесь заказчик, если он прям настаивает, вы сделаете. Ну, просто вы как могли предостерегли его, дальше уже его выбор. Ну, только так. Но обычно, ну, я говорю, что люди адекватные, заказчики адекватные, те, кто входит в производство, но тут неадекватным быть нельзя. Нельзя, да. Ты долго не проживешь просто. У тебя все это сдуется, да, и ты пойдешь опять куда-нибудь. В общем, помимо того, что если у вас есть своя пресс-форма, которую, надеемся, вы принимали в Китае лично, либо заказывали в Бергмолл, да, и нужно максимально понимать все технические требования к изделиям, чтобы уже при контрактном литье производитель мог точно знать и по технологической карте следовать и получать образец тот, который вам нужно, а не тот, который получится. Чем больше вы обсудите вводных данных на этапе На берегу, как старта говорят, проекта, да, тем у нас зачастую бывает, люди по 4 дня здесь живут у нас. да. Мгм. Снимают гостиницу, приезжают каждое утро. Когда идет запуск большого проекта, мы же согласовываем все. Еще такой вопрос очень важный, ну, многие он волнует, особенно, наверное, тех, кто хочет завести на рынок новое какое-то изделие. Это вопрос конфиденциальности, секретности, то есть чтобы заказчик точно был уверен, что его чертежи не уйдут куда-то, да, и что его изделие, например, раньше времени не придастся огласке, в том числе. То есть насколько на этом акцентируют внимание заказчики, и насколько у вас были, может быть, какие-то случаи очень... Самый главный наш плюс, который я считаю, за все время ни одного чужого изделия мы никому другому, кроме заказчика, не продали. Никогда. Это у нас вот правило. Прибегут, даже скажут, вот тут такое изделие классное, можно нам 1000 штук партию, сейчас заплатим. Нет. Вот товарищ, вот контактное лицо, вы звоните ему, дадут добро продать, вы заплатите там, нам скажут вам отдать, мы отдадим. У нас с китайскими партнерами точно так же подписано соглашение о неразглашении. Точно такое же зеркальное. То есть даже при изготовлении формы все Конечно. эти чертежи, все остается... Все именно- остается, и потом, если надо, все это, все образцы от китайцев, все это забирается. Ну, полученные. Что-то в дробилку сразу там отправляется, но по-другому как? По-другому нет. То есть даже если вы делаете форму, вы уже на этапе производства в Китае тоже... У все нас эти уже чертежи- заранее все эти договора подписаны с Секрет. нашими китайскими партнерами. Да. Ну а по-другому никак. Мы хоть им и доверяем, но договор должен быть. Ну да, тоже доверяю. А с другой стороны, если вы вдруг придумали цветочек, пошли в компанию Сяолинь, ну, кинули туда форму, и китайцам это вдруг понравилось, да вы не успеете даже на наш рынок выйти, он уже будет. Поэтому лучше что, заходить через наших поставщиков? Ну, лучше производителей? как-то страховаться, да. Я вам больше скажу, если у вас классный продукт, вот наша Кашпо, у нас появились на маркетплейсах Аналоги? магазины дубляжей, но у них продукта нет. Они у вас покупают. А я не знаю, что они планировали делать, но мы их каждую неделю по 2-3 магазина через техподдержку. Они используют даже наши фотографии. Ваши фотографии. Цели я не понимаю, но китайские.
Китайские магазины Ну, выглядят. китайские странички. А, Но видно там, что там же можно понять, чей, кто заказчик. ИП непонятно. И на этой позитивной ноте мы ждем вас новых Нет, роликов. Нет, и поэтому профессионалами профессионалами не рождаются. Остановятся. Остановится. До новых встреч в следующих роликах «Пластмассового енота». Пока-пока. Подписывайтесь. Пока.